Всем привет! Вы на канале Дычаковская Handmade. Меня зовут Мария. В этом видео предлагаю связать со мной такую расклешенную юбку. Вяжется она несложно, по кругу. Пряжу я использовала бобинную. Тут она тоненькая, я брала в 3 сложения. Общий метраж получается 253 метра на 100 грамм. Состав 70% хлопок и 30% вискоза. Из параметров тут нужно только знать обхват талии. У меня, например, 69 сантиметров, но вы можете подстроить и под свой размер. Для этого нужно знать плотность в лицевой глади на спицах номер 2,5. Вот, чтобы знать, какой вот этот пояс вязать. Моя плотность в лицевой глади на спицах 2,5, 24 петли и 35 рядов, в квадрате 10 на 10 сантиметров. Кроме круговых спиц 2,5 я использовала еще номер 3 и 3,5. То есть вот этот участок я вязала на 2,5, потом прибавки, этот участок на номер 3 и далее вот этот последний, самый широкий, на 3,5. Также нужен будет крючок. У меня это номер 3, для того, чтобы начать вязание этого пояса. Длину юбки тоже можно регулировать на свое усмотрение. Например, растянуть прибавки на всю длину юбки. Не делать каждые 15 сантиметров, а, например, каждые 20 или еще больше. Длина моей же юбки получилась 45 сантиметров вместе с поясом по переду и по спинке 49 сантиметров, потому что у меня здесь укороченными рядами я вывязывала выточки в районе ягодиц. Вот, ширина пояса 4 сантиметра. Весит юбка 304 грамма. Ну что ж, все объяснила. Приступим вязать. Начнем вязать. И начинаем мы с пояса. У меня талия 69 сантиметров, но я округлила до 70. И по своей плотности я рассчитала, что мне нужно набрать 182 петли. Будем набирать с помощью крючка, чтобы были открытые петли. Но у меня будут открыты петли не все. 5 петель будут закрыты, поэтому 182 минус 5 это будет 177 петель. И набираем цепочку из воздушных петель всего в количестве 177. Крючок можно взять такой же, как спицы, можно чуть больше, какой у вас есть. И набираем вот так вот 177 петель. Потом будем одевать эту цепочку на спицы. Обрезали нитку и вытянули. И теперь будем одевать на спицу нашу цепочку из бросовой нити. Спицы берем 2,5, те, которыми будем вязать. И вот эти вот перемычки все одеваем. И когда наденем, доберем еще 5 петель обычным способом и будем вязать. Одели на спицу нашу воздушную цепочку. И теперь берем основную нашу пряжу. Обычным способом доберем 5 петель. Есть. И дальше просто вот по этим петелькам вяжем лицевой гладью по кругу. Спицы берите такие, чтобы было удобно вязать по кругу. Зависит от объема талии, какую вы вяжете. Тут все просто. Вяжем лицевой гладью, и всего нужно связать таких
круговых 27 рядов. Вяжем 27 рядов и дальше уже будем делать подгиб. Связали 27 рядов лицевой глади. В сантиметрах это где-то 7,5 сантиметров. Вполне достаточно, чтобы вставить резинку где-то 3,5 по ширине. И теперь нужно взять еще одни спицы. Можно поменьше, если эти 2,5, то можно взять, например, двойку. И нужно вот эти петли одеть на спицу, чтобы потом вязать по 2 вместе. Нужно найти вот эти вот, давайте в эту сторону, вот такие вот петельки, и их нужно все одеть вот так вот за одну из дужек. В моем случае я одеваю за левую. И вот так вот поднимаем до конца. Подняли на спицу дополнительную еще. Вот тут вот одна петелька такая. Ее мы не подхватываем, чтобы здесь оставалось у нас тоже 5 петель. И так как тут у нас мы просто их закрыли. Теперь можно распустить вот эту цепочку. Она уже не нужна. Снимаем дополнительную нить нашу. И будем вязать по 2 вместе. Для этого нужно правильным образом расположить спицы. У меня вторая спица чуть длиннее, поэтому я ее хорошо подтягиваю. Складываем вот так, чтобы спереди была наша основная спица, которую мы вязали. И снизу вот эти открытые петли. Так, первые мы провяжем просто 5 лицевых. Раз. Это вот этот вот открытый вот, то, что мы тут закрывали петли, это напротив них эти 5 петель. И теперь вяжем по 2 вместе с 2 спиц. Просто снимаем по 2 петли и провязываем их вместе. Так, просто лицевыми провязываем. Эта петля у меня в другую сторону, поэтому я ее вот так с этой стороны вставляю спицу. И дальше с изнаночной вместе можно вот так вот с 2 спиц провязывать. Еще раз. Так, двигаемся до конца. Вяжем просто по 2 петли вместе. Довязали по 2 вместе, наш пояс готов. Здесь получается вот такая дырочка. В любой момент можно будет вставить здесь резинку. Можно взять, конечно, сделать и пошире пояс.
зависит от того, какой ширины ваша резинка. Но тогда нужно будет провязать, понятное дело, больше рядов лицевой глади. Так, пояс готов. И теперь теми же спицами 2,5 вяжем резинку 2 на 2. Но у нас получается здесь 182 петли, а нужно, чтобы было число, которое делится на 4. То есть нужно прибавить 2 петли. Желательно сделать это равномерно. Можно с одной стороны и с другой. И вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные. Для удобства можно поставить маркер, чтобы отсчитывать ряды. Это будет первая петля. 2 лицевые и 2 изнаночные. Сделаем прибавку одну здесь и одну где-то здесь из нижней петли. Поднимаем дужку, надеваем на спицу и вывязываем. Вот наша прибавка одна. Это получается уже 2 лицевых и теперь 2 изнаночных. И вяжем резинкой 2 на 2 где-то, ну, рядов давайте 4 провяжем, и уже дальше будем делать прибавки для расширения юбки. Так, немножко сменила локацию. По порядку рассказываю, что делать дальше. Значит, связали мы 4 круговых ряда резинкой 2 на 2 и дальше сделали прибавку. Получается, прибавку нужно сделать в каждой второй петле лицевой вот этой дорожки. То есть всего таких лицевых дорожек у меня 46, то есть 46 прибавок. Это получается в 5 ряду. Прибавку делаем из нижней петли. Вот этой провязали 2 лицевые, вытянули нижнюю и из нее сделали прибавку. Дальше провязали 6 круговых рядов и сделали прибавку уже с этой стороны, то есть из каждой первой петли лицевой дорожки. То есть еще 46 прибавок в каждой вот этой вот, в каждых лицевых дорожках. Так, дальше просто круговыми рядами вязали. Всего у меня тут от пояса 14 сантиметров. Но это не суть, потому что у каждого свой рост, свои объемы. Дальше нужно выровнять разницу, которая у нас возникнет из-за по спинке на ягодицах, чтобы не подскочила юбка. Для этого нужно померить сантиметром от талии до, не знаю, до колена или до примерного места, где у вас будет низ юбки. По переду померить и по спинке, и вот эту вот разницу в сантиметрах узнать, чтобы потом укороченными рядами ее компенсировать по спинке. Для того, чтобы вязать укороченными рядами, нужно разделить наше вязание наперед и на спинку маркерами, и дальше определить маркерами, где у нас будет этот укороченный ряд. То есть он чуть-чуть смещен от края. У меня здесь получается 18 петель от края с одной стороны и с другой 18 петель. И вот этот вот ряд у меня будет укороченный. Как вязать? Значит, начинаем вязать ряд, начало ряда, дальше до синего маркера. Здесь разворачиваемся, вяжем до зеленого маркера, опять разворачиваемся, то есть поворотное вязание, разворачиваемся и вяжем уже круговыми рядами, всего 4 круговых ряда. И дальше повторяем опять эту манипуляцию, то есть опять делаем поворотные ряды, вот эти укороченные. Всего этих укороченных рядов у меня будет, получается, всего
14, но именно вот таких вот манипуляций всего 7, потому что туда и обратно это уже 2 ряда. У вас смотрите, сколько вам нужно, какую вам разницу нужно провязать. И сейчас покажу, как это делать. Тут ничего сложного, я разворачиваюсь, обвивая петли, покажу, как туда и как обратно. И дальше уже будем вязать дальше. Вяжем сейчас до синего маркера и покажу, как разворачиваться. Так, довязываем до маркера. Маркер мы переснимаем. И вот эту следующую петлю просто обвиваем. Вот так вот, ниточка за петлей. И разворачиваем вязание. Опять переснимаем маркер. И вяжем назад в другую сторону до зеленого маркера. Все петли. До зеленого маркера. Здесь аналогично. Все. Переснимаем маркер и лицевую петлю обвиваем. Разворачиваем вязание. И теперь нужно провязать будет 4 круговых ряда до следующего укороченного, до места, где опять нужно делать укороченный ряд. Так, маркер мы сейчас пока оставим, чтобы знать, где потом подхватить вот эту обвитую петлю. А потом можно будет его переставить или, например, на 6 петель в правую сторону или в левую. И так будем менять, чтобы не в одном месте все время у нас были эти обвитые петли. Вяжем до следующего маркера, где мы уже тут обвивали петлю, и я покажу, как ее подхватить. Так, довязываем до обвитой петли. Так, давайте сразу переставим маркер на будущее. То есть маркер был здесь, а мы переставим его на 6 петель ближе к центру. То есть вот так. И уже здесь через 4, вот это первый ряд, и еще 3 ряда, здесь мы будем опять разворачиваться. Так, обвитая петля. Мы ее закидываем на спицу, провязываем вместе с лицевой. Все. Теперь вяжем дальше наше полотно. И я покажу еще, как вот эту петлю, получается, в круговом вязании, как ее подхватить. Так, дошли до этой обвитой петли. Получается, вязали по кругу и дошли опять до нее. И она немножко не такая, как та. И здесь ее нужно будет провязать изнаночной. Но точно так же мы закидываем ее на спицу. А вот эту петлю изнаночную немножко перемещаем. Разворачиваем ее. И провязываем с вот этой вот петелькой дополнительной вместе. Вот что получилось. Так, маркер точно так же мы переставляем на 6 петель внутрь. И здесь уже будем разворачиваться в нашем будущем укороченном ряду. Так, что у нас получается?
вот эти вот маркеры. Это на будущее, когда мы провяжем здесь еще 3 ряда, то есть получается 2 ряда это укороченные туда-обратно, потом 4 круговых и опять 2 ряда укороченных. И таким образом делайте на нужную вам высоту, сколько вам нужно добавить здесь длины по спинке. Мне нужно так будет 7 раз сделать. И маркеры тоже нужно переставлять таким как будто бы зигзагом, чтобы они в одном и том же месте были обвитые петли. То есть здесь у нас мы обвили, дальше через 3 ряда здесь, потом опять здесь, здесь и вот такие веерные выточки получится у нас по спине. И теперь тут уже практически 15 сантиметров. Каждые 15 сантиметров от пояса мы меняем спицы на большие, на полразмера. То есть эти 2,5 уже можно поменять на номер 3. И делаем еще прибавки. Ряд прибавок точно такие же, как здесь. То есть из крайней лицевой вот этой вот дорожки всего 46 прибавок. И через 6 рядов точно так же, только уже с другой стороны, чтобы было такой плавный клин. То есть можно было бы добавить сразу с двух сторон, но возможно тогда будет сильно заметно. А так можно более плавно будет этот угол. То есть переходим на спицы побольше, каждые 15 сантиметров. Юбка у меня будет 45, то есть получается здесь 2,5, потом 15 сантиметров на тройке и еще 15 сантиметров на 3,5. И там, где уже будет 30 сантиметров, перейдем на 3,5 и опять будем делать прибавки. Получается всего 46, через 6 рядов еще 46. Это получится 92 прибавки. Каждые 15 сантиметров. И юбка наша будет готова. Довязали 45 сантиметров юбки от пояса. Вот наши прибавки. Тут первые, вторые и третьи. Всего в каждом случае по 92 прибавки. И заканчиваем уже на спицах 3,5. Закрываем, как обычно. Закрываем петли протяжкой. Там, где лицевые, закрываем лицевыми, там, где изнаночные, изнаночными. Провязываем лицевую и перекидываем предыдущую петлю на нее. И таким образом закрываем все петли. И теперь изнаночные закрываем, провязываем изнаночную и также перекидываем петлю. Все, и закрываем так до конца. И дальше уже можно будет вставить резинку. Сюда вот эта вот ниточкой этой или дополнительной можно будет подшить вот эту дырочку и постирать юбку. И все, и будет готово. Ну что, готова наша юбка. Я уже ее постирала, вставила резиночку с помощью булавки. И все, можно ее носить. Как я стирала? Я стирала вручную, но в принципе такой состав, хлопок с вискозой, можно и в стиральной машине постирать. На ручной стирке там и 30 градусов
Поздравляю вас, мы связали юбку. Надеюсь, она будет вас радовать. Спасибо за внимание, за то, что вязали со мной. Увидимся с вами в следующих видео. Всем удачи! Пока-пока!